Всем привет! География нашего проекта начинает расширяться, и следующей точкой на карте России становится удивительный и очень красивый город Казань. И главный герой наших съемок – победитель этапов юниорской серии Гран-при, серебряный призер чемпионата России и чемпион открытия Байкала Глеб Лутфуллин. Темно, мне 7 годиков, и я мчался как паровоз, боясь, что отсюда кто-то выбежит. Если бы сейчас был 2012-2013, я бы просто прошел через эту стену, потому что раньше была дверь здесь. Вот это пианино, на нем играли, и мы занимались хореографией. Кажется, вокруг этого пианино строили каток. Да. Оно, как знаешь, вечное. Какое бесконечное количество наклеек. Когда я забывал ключи, а коньки лежали здесь, приходилось взламывать шкафчики, и мы выключали свет, я помню, вызывали пиковую даму, подходим ко льду, а я вот так смотрю, меня отец спрашивает: тебе нравится? Я такой: да. Это Like Placid, Этап юниорского гран-при. Да, был Шунсата, Степа Гоголев, Илья Малинин. Мне удалось среди такой конкуренции занять 3-е место. А Да. Илья? 4-е. Каково в 13 лет жить совсем одному? Замкнутое пространство, интернат, трамвай, метро, юбилейный. Метро, трамвай, интернат. Глеб, расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Мы находимся сейчас в том месте, наверное, где я проводил каждый вечер. 4-й этаж, двухкомнатная квартира. Около 10 лет вы переехали. Ну да, плюс-минус где-то так. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, что это вообще за район? Тут опасно? Или наоборот такой, типа, спальный, человый райончик? Могу коротко сказать, что вот за пределы вот этих стен я не выходил, поэтому я не знаю. Настолько опасно? Наверное. Понял Если тебя. меня не пускали, то, возможно, опасно. Кричал отсюда всегда: мам, скинь мяч. Я думаю, каждый ребенок, который гуляет на улице, знает такую историю, что если ты поднимешься наверх, то на улицу ты уже не выйдешь. Поэтому нам приходилось пить База. из вот того кранчика. Давайте проверим, работает ли Что, он. попьем, может, да? Да. Нет, Все не... воды не осталось. Да, именно так и было. Может, починим? Очумелые ручки рубрика. Как вы поняли, лифта здесь нет. Я когда заходил сюда, уже было темно, мне 7 годиков, и я мчался как паровоз, боясь, что отсюда кто-то выбежит. У меня папа, ну как сказать, занимались с ним УФП. Вот. По лестнице и я бегали? бегал по лестнице. Туда-сюда. Прикинь, поменяли. Сейчас это 33-я, а 31-я вон. А была другая? Да. Поменяли. И номера поменяли. Вот это была твоя? Да, да, но она была 31-я. Я понял, да. То есть, получается, каждое утро ты выходил из этого подъезда и направлялся на каток? Да? Может быть, повторим этот маршрут и покажем зрителям, как это было? Давай. А ты выходил всегда вот в это время, уже днем? Нет, ну часиков, наверное, 10 назад, если бы, то и было бы именно в это время. Но мы сделаем вид, как будто сейчас 6 утра. Поэтому пойдем? Получается, нам сейчас нужно дойти до метро, да? Да. Много станций ехать? 5-6. Ну, по меркам Казани это довольно приличное, я думаю, Да, расстояние. у нас же одна ветка всего. И потом еще тоже пешочком пройти от метро Да, до дворца. И сколько в сумме у тебя занимал маршрут? Минут 30-40, наверное, если не торопясь. А если бежать, то за 20 минут можно управиться. И как часто тебе приходилось бежать? Каждый день. Ага. То есть с тайм-менеджментом были какие-то проблемы? Накладки, да, так сказать. Мгм. По прошествию стольких лет изменилось ли что-то в подходе? Приходится иногда бегать. Мы уже почти проделали первую часть маршрута. Я вижу станцию метро, проспект Победы. Пойдем покатаемся. На казанском метро я еще не катался. Ну, в целом метро к метро пока.
Единственное, что меня радует, то, что почти конечная станция, здесь на вход людей мало. Забавная история была. К нам, короче, на тренировку привел Шаймиев, это бывший президент Татарстана. Ага. Он там приезжал на тренировку, и все начали фоткаться с ним. Мне говорят, встань, сфоткайся, встань, сфоткайся, встань, сфоткайся. А я там-то катаюсь, типа. И у меня есть единственная фотография с Шаймиевым, где вот он смотрит в камеру, а я стою вот так. Все. Я такой, блин. Как так получилось? Мне было 4 года, 5. Ну и все, и я такой что-то там катаюсь, потом стою, такой начинаю наклоняться. И это единственная общая фотография. Все Фотография? смотрят, да, а я там такой... Смешно. Зато ты явно выделяешься там. Ты был не как все. Что я могу сказать? Это очень красивая станция. Да. Мне нравится, что она такая аутентичная. Потому что, ну, и в Москве, и в Питере много классных станций метро, но они красивые в обычном понимании этого слова. А здесь мне нравится именно то, что дух региона отражает. И очень классные мозаики. Казань – город белокаменный. Как Москва. Итак, вторая часть маршрута, самая продолжительная, подошла к концу. Осталась заключительная, третья. Снова пешком от станции метро Кремлевская до Катка. Кстати, подскажешь, где он? К сожалению, катка не видно отсюда. Но зато школа, в которой я учился, очень даже... А, вот это здание? Вон там, где Неймар. Он здесь тоже учился? Да. Круто, круто. А почему одна из школ? Подстраивались под тренировочный процесс, под графики, и приходилось менять школы. Наверное, за Казань я поменял 3 школы и 4 класса. Первый класс, наверное, мы просто пошли в него, то есть не подстраивались ни подо что. Уже через год нужно, так как у нас тренировки были утренние, приходилось менять график учебы на вторую, Вторую смену. Вторую смену, Чтобы да. успевать и утром кататься, и вечером идти Да, учиться. да, перешел вот в гимназию, учился там во вторую смену. Позже эта смена перешла на первую смену. И мне пришлось перейти в другой класс, чтобы учиться также на второй смене. Я проучился там 2 года. И со временем мы решили, что все-таки комфортнее и удобнее будет учиться в первой школе, после идти 5 минут ходьбы и дворец. Вот, и перешли сюда. Ну, мне кажется, мы все-таки направлялись в школу спортивную, да, Да. а не обычную. Так что давай, может, продолжим наше путешествие? Поехали. Ну, это, конечно, отдельная любовь, честно тебе скажу. Да, позже подойдем к нему Да. поближе. С удовольствием. Я хоть не часто бываю в Казани, но каждый раз я поражаюсь красотой этого места. Мне кажется, вон, да, виднеется уже вдалеке. Да, дворец спорта. Мы сейчас пойдем кататься и общаться с теми людьми, кто окружал Глеба на самом начальном этапе его спортивной карьеры. Пойдем? Пойдем. Ого! Спасибо вам еще раз огромное, это очень мило. Неожиданно. Сейчас мы находимся в фойе арены. Это не тот каток, где ты начинал кататься, и даже, как выяснилось, не второй. Мы находимся у первого катка, где начинал свою карьеру ты. Да. Ты вообще помнишь его? Помнишь, как ты здесь катался, как ты тренировался? Или это уже по рассказам больше родителей? Нет, я вот четко помню, как я зашел сюда самый первый раз. Я помню, что мы идем с отцом, он с кем-то встретился, мы поднимаемся, подходим ко льду. Я вот так смотрю, меня отец спрашивает: тебе нравится? Я такой: да. И тогда вот начался мой путь. Это очень мило. Да. Ты говорил, что у тебя было здесь 2 тренера, можно сказать, которые работают в одном коллективе, но катков ты сменил больше. Да. Расскажи подробнее, как это происходило. Подробно между первым и вторым катком я не смогу это объяснить, потому что мы, просто шли за тренером. Когда мы переходили уже во дворец спорта, то моего тренера пригласили стать директором
этой школы. Вот, и, естественно, мы перешли туда. Но я помню только эти коктейли, как они вот называются, коктейли, которые... Кислородный Вот, коктейль? кислородный коктейль. Я помню, после каждой тренировки, я вот не знаю, то ли просто покупали, то ли у нас был абонемент на них, то есть мы после каждой тренировки пили эти кислородные коктейли. Вот за это запомнилось. Первые соревнования были тоже здесь. Я занял 3-е место, медальку покажу позже. О, прекрасно, Да, она сохранилась, она- это да. замечательно вообще. Глеб, мы сейчас находимся у второго твоего катка, который является связующим звеном между первым Акбуре и основным Ледовым дворцом. Можешь рассказать, сколько ты здесь провел времени, сколько ты катался здесь? Примерно года 2, наверное, пока моего тренера из Дульдаровну меня пригласили стать директором Ледового До дворца. дворца. Да, вот, и тогда, естественно, мы переехали. У нас были тут тренировки в 8-9 вечера. А помнишь закрытую школу? Да, ну смутно, но помню. Вот, да. в этом доме жила бабушка, которая переехала со мной в Питер. И мы с мамой оттренировались до 9 вечера тренировку, и моментально переодевались и бежали вот этот дом смотреть закрытую школу. У нас вообще все очень Чтобы удобно. успеть Да, да, ко времени. телеэфиру. Тот каток, на котором ты провел большую часть времени в этом городе. Прошло уже 8 лет, ты приехал в Санкт-Петербург, и только изредка сюда приезжаешь на соревнования. Много ли поменялось на этом катке? Или все осталось плюс-минус так же, как и было из детских воспоминаний? Поменялись некоторые детальки. Вот, то есть, да, вот, например, здесь вместо кубков раньше стояла елка. Реально. И вот здесь висела картина такая со спортсменами. Мы поднялись на второй этаж и идем в зал, где ты провел большее количество часов Да. вне льда, но за тренировками. Наверное, когда вот только, если бы сейчас был 2012-2013, я бы просто прошел через эту стену, потому что раньше была дверь здесь. Ничего Вход в себе. зал. Но, То есть какие-то изменения все-таки да, присутствуют? детальки, да, изменились. То есть теперь вход, я так понимаю, здесь. Вот он. Открыт мне. А там сейчас хореография идет. Давай заглянем. Давай. Вот это пианино. Я еще помню, тоже занимался, все время тут стоит. На нем играл. На нем играли, и мы занимались хореографией. Кажется, вокруг этого пианино строили каток. Да. Оно, как знаешь, вечное. У меня даже есть видео, как я тут просто танцую, импровизирую. Это зал, это этот зал, да. Мне тут лет 9-10, что ли. Видишь, как он? Вот перекрасили его, пол поменяли. Так, и пойдемте еще дальше, там тоже есть зал. А это уже супер большой зал. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Здесь мы играли в футбол с ребятами. А кто-то работает, да, Глеб? Но это было не всегда, потому что позже нам запретили самим брать ключи. Поэтому прикрылась наша лавочка. О, это уже ностальгические чувства пошли. Мы у раздевалки. Святая святых. Этого катка, да? Да. И, судя по данной табличке, Казань — это родина инновационных технологий, поэтому поможешь нам, пожалуйста? Да, раздевалка открывается только по QR-коду. Это очень круто. Давай, Глеб, только после тебя. Спасибо. Покажешь, пожалуйста, то место, которое для тебя является святая святых, как ты выразился. И вот оно. Прямо здесь. Прямо здесь это Прямо мое тут, самое да? любимое место. Тут вот сидел мой друг. Здесь, кстати, сидел, по-моему, Артем Бутаев, если парник тоже в Перми катался. А здесь сидел Илья Иванов, по-моему, вот где-то вот эти вот места. Вот. Мы дурачились, тут могли играть в футбол, то есть у нас было, ну, если вот только вспоминаю, вот это ворота были, здесь ворота 2 на 2, и все, играешь теннисным мячиком. Вот. Потом он, если случайно вылетает за Предел раздевалки? да, предел раздевалки, и если проходит тренер, то все, ты перестаешь играть на неделю, потому что мяча не будет. И мы всегда молились, так выходили, чтобы не увидеть тренера, иначе наше любимое занятие закончится. Достаточно тут более тихо было, потому что мы понимали, что основное это раздевалка, ее лучше не ломать. А все остальное было уже не так жалко, да, как я понимаю? Ну, как будто бы да. Потому что если раздевалки, то, естественно, все подумают на нас. В раздевалке вы вели себя довольно прилежно, особенно ты. Но это значит, что где-то вы вели себя более развязно. Где-то было. Не хочешь сходить, посмотреть остатки их, руины? Ого!
Какое бесконечное количество наклеек. Мое. Да? Да. Я просто помню, что мой шкафчик стоял здесь, и я не уверен, что это тот же, но по качеству сборки и по состоянию, я думаю, это именно тот шкафчик. Помнится, когда я забывал ключи, а коньки лежали здесь, приходилось взламывать шкафчики и ломать их. Вот, но за это мне ничего не было, потому что я никому этого не говорил. Ну, если меня никто ругать не будет, потому что я взламываю Ну, если шкафчик. что, пойдем чинить. Ладно, я не буду этим заниматься, но, в общем, это... Эх, блин, ну все. Здесь еще мы выключали свет, я помню, и играли в прятки в темноте. Вот, вызывали пиковую даму. Вызывали База, просто тоже база. Есть какой-то тоже персонаж, что-то связанное с конфетами, что-то такое. Тоже выключали свет, вызывали его, в общем. Никто не приходил, к сожалению. Кроме работников катка. Нет, один раз помню, в темноте вот так мы все спрятались, типа вызывали что-то и так спрятались в темноте. И вот так заходят шаги. Мы такие, так, кто это? Неужели реально пиковая дама? А это тренер. Что вы тут делаете? Лазили тоже, вот, забирались сюда, ходили по шкафчикам, прыгали. Вот, это, можно сказать, наш домик. Я всегда за такие инициативы. Ну, кстати, где-то метров 6 квадратных. В Москве это стоило бы 5 миллионов, наверное. Это просто фантастика. Самое большое количество наклеек. Даже Первый канал здесь есть. Блин, каждый раз, когда захожу сюда, какая-то ностальгия. Так, главное не упасть на перебежке. Всем привет еще раз. У нас будет такой небольшой мастер-классик. Мы сначала чуть подраскатаемся и попрыгаем. Значит, первое упражнение по большому катку. Разбегаемся перебежками назад. И просто обычные тройки. А ты можешь ручки дотягивать? А то смотри, ты сейчас едешь вот так вот кривенько. Можешь вот натянуться, раз, натянуться. Линия рук. И ноги тоже дотягивать. Вы именно в плане шагов делаете все правильно. Но вы должны понимать, что каждое движение в фигурном катании – это толчок. То есть не может быть такого, что вот вы стоите и просто вот вы повернулись. Да, это тройка. Чисто технически все верно. Но вы должны перед тройкой сесть в ногу. Здесь опять сесть, вырасти. Снова сесть, чтобы каждое ваше движение, с помощью него вы набирали скорость. Вы закладываете одну дугу, перебежка, толчок. Дуга, перебежка, толчок. Ну, как бы толчка не ощущается. Ну вот, да. Просто... То есть некоторые видно, что они прям вкладываются в каждое движение, в каждый толчок. Некоторым пока этого не хватает. Начинаем прыгать. Нужно почувствовать чуть вестибулярку, поэтому делаем небольшое вращение. То есть тройка, сели волчок, перепрыгнули на правую ногу и винт. Только можно попросить вас винт делать не так. Так не надо. Медленно вырастаете из волчка. И встаете в группировку. Последнее упражнение, его сделайте буквально там раза два. Значит, троечка, перебежка, выезд, натянулись и стоим. Держим свою правую часть. Не, пацанечка, смотри, видишь, ты вот так стоишь. А тебе нужно, наоборот, натянуться. Вот. Потом подсел, ну и прыгнул в теории. Ты должна постараться, чтобы тебе ничего не мешало. То есть, чтобы тебя не шатало, не вертело. То есть ты должна найти какое-то такое положение голеностопа, тела, рук, чтобы ты стояла абсолютно уверенная в себе. И ты можешь так стоять, ну просто пока не остановишься из-за физики. Правую часть я не отпускаю, но вот сейчас ты встаешь, и она у тебя вот так вот идет. Не надо, держи ее. Вот, натянула здесь, напрягла. Пах, все, и катишься. Мне кажется, тебе чуть-чуть корпус надо... Ты немножко вперед идешь, попробуй потом чуть-чуть корпус вот в сторону повернуть. А из-за того, что ты вперед, тебя вот так
уводит в круг. А чтобы ехать четко по дуге, чуть-чуть разверни его. Давайте с такого же захода попробуем дупель. Глеб, мне кажется, мы на заслуженного тренера идем сейчас с тобой. Да кепку еще не надел, оденешь, будешь заслуженно. Чё, Глебчик, как тренировка идет, скажи мне. А скажи, пожалуйста, ты можешь локти собрать свои? У тебя вот такая группировка. Чем уже ты будешь группировки, тем больше ты будешь скручивать. Хорош! Вот у тебя позиция. И вот отсюда себя поднимаешь наверх. Только смотри, не прямо, а в круг. Ну вот, получше. Еще туда бы. Ну, почти нет, все равно голову опускаешь. Не надо перед прыжками голову опускать. Наоборот. Потому что все тело идет за головой. Постарайся, вот ты прыгаешь и сразу в группировку идти. Вот этого вот всего тебе не надо, это очень долго. Вот, лучше. Вот у тебя группировка вот такая вот. А ты вытянись в воздухе. И не раскрывайся вообще. Представь, что ты в 3,5 идешь. Ильяс, легенда, давай. Лучше вообще. А ты можешь еще посильнее надавить на лед? Что? Чтобы тебя еще вытянул. Встань вот так вот. Вот подсел, и туда еще резче пройди, да. А то, видишь, у тебя небольшой тут кьюшечка есть. А тебе нужно вначале активнее. О, кстати. А это хорошо даже. Но только не надо, зачем ты в конце вот так раскрываешься там. Тебе еще полоборота цело крутить, а ты вот так уже. Держи максимально вот так вот. Знаешь, это Артур Дмитриев, не знаю, знаете ли, ну, младшего. Вот меня Алексей Николаевич говорил, что он в четверной акции прыгал вот так вот, до конца держал. Так же и ты попробуй прям втянуться и не раскрываться, как будто ты в пятерной идешь. Вот подсела и проходи туда. Вот. Нужно, чтобы ты ощущала круг. Вот это очень прямая, а тебе нужно прям все круглее делать. Нормально. Ты, по сути, натягиваешь, как, знаешь, тетиву или сжимаешь пружину. То есть все остальное, вот все эти тройки, это все антураж, это все ни на что не влияет. Единственное, что влияет, ты должна на левую ногу сесть, откатить ее и за счет этого прыгнуть. Вот у тебя сальтов тройной, вот у тебя коридорчик, все, и ты проходишь в него. Понятно? Давай еще раз имитацию. То есть встала, подсела и в группировку уже, да, вот сюда, вот. Я когда устаю, например, и мне нужно прыгнуть четверной, я просто беру такую фишку, что я хватаю руки сюда и вот так сжимаю локти. И я быстрее начинаю крутиться. Потому что вот так вот, ну, так тяжело прыгать. Очень долго крутишься. Прям вот сюда вот. Ну, получше. Только теперь ты назад. Ты на приземлении, зачем ты делаешь вот так вот? Ловите меня. Зачем пистолетик-то садится? Подсела туда. Все. И вот здесь группировка и резкий выезд. Вот. Постарайтесь, те, кто сейчас пойдет прыгать, чтобы это было что-то наподобие шпагата. Да, я попробую показать, мне просто тоже интересно. Понятно, что у него нет шпагата, это, во-первых, сложно, да, но сам принцип того, что у него обе ноги, они раскрываются, он правильный, вот, так что, если вы хотя бы так сделаете, это будет уже хорошо. Хорошо, отлично вообще. Спасибо вам большое. Было очень приятно с вами поработать. Большинство зрителей фигурного катания знают Глеба уже взрослым, состоявшимся спортсменом. И вы один из немногих людей, кто застали его совсем ребенком, и так можете подробно и интересно рассказать. Можете, пожалуйста, это сделать? Каким Глеб был в детстве? И фигуристом, и просто человеком. Он вообще изначально его привели не для фигурного катания Глеба, а для того, чтобы он научился кататься, и в дальнейшем его уже отдали в хоккей, потому что папа его видел в хоккее. Резвый парень, он сразу выделялся среди всех остальных детей, потому что очень шустрый. Я на тот момент тренировала только совсем юных детей. Ну вот Глеб пришел, мы учились вместе ползать, вставать на коньки. Ну вот самые-самые первые шаги, это вот было со мной. Потом уже, когда ему исполнилось 6, и уже двойные он освоил, я его передала своей сестре, которая также тренирует детей.
И уже дальше она его вела до тройных, четверных прыжков. До 13 лет. Да, до того момента, пока он не переехал уже в Санкт-Петербург. Да, к сожалению, мы не сможем встретиться, потому что моя любимая Резеда Эльдаровна заболела. Ну, в следующий раз обязательно. В следующий раз. Как происходил переход Глеба и переезд, самое главное, в другой город, в Санкт-Петербург? На тот момент мы, ну и я тоже помогала, в принципе, своей сестре, мы видели, что у Глеба очень большой потенциал. Он легкий, он верткий. И тогда вели переговоры с Алексеем Николаевичем, чтобы он смог посмотреть Глеба и взять его на дальнейшее под свое руководство, чтобы довести уже до того уровня, на котором сейчас Глеб находится. И я думаю, что это еще не предел, и дальше Глеб будет радовать нас своими результатами. Я уверен, что это будет действительно Да. так. Это было коллективное такое решение. Конечно, потому что мы понимали, что на тот момент мы, наверное, не сможем дать то, что сможет дать ему Алексей Николаевич Мишин. Еще не было столько опыта. И вообще Глеб — это самый-самый первый мой набор. С его, ну, вот с его возраста, с этой группы началась моя тренерская карьера. Символично. Да. Я его первый тренер, а он мой, можно сказать, первый ученик. Да. Вот. И поэтому, да, это все было коллективно, и мы очень рады, что все вот так вот довольно-таки успешно для Глеба сложилось. Почему именно Санкт-Петербург и Алексей Николаевич Мишин? Петербург, потому что я любил этот город, мне он очень нравился, а Алексей Николаевич Мишин, потому что это самый великий человек в фигурном катании. Когда как раз-таки Глебу было 6 лет, и мы меняли коньки, и у него коньки были, ну, достаточно большого размера. И мы тогда папу просили, что это, ну, неудобно, не должен быть такой большой запас. Папа его хотел забрать на хоккей, купил ему клюшку, всю хоккейную уже амуницию, но мы его отвоевывали, я помню, маму, Глеба, бабушка, мы все отвоевывали. Ну, как будто не зря. Да, мы его отвоевали, Спасибо чтобы он вам. стал фигуристом. Все-таки, а не в хоккей ушел. И ведь стал. Стал. Вот раньше, вот там, видите, где дверь такая сверху, туда раньше на соревнованиях сдавали музыку. Когда еще, типа, ну, не на почту скидывали, типа, прям диски отдавали или флешки. Последний раз, когда я здесь выступал, в 2020 году, я перед тренировкой забыл отдать музыку, и на всю арену громко сказали, что у Марка Кондратюка музыка отсутствует, и на меня очень сильно орали. Сейчас мы находимся в еще одном эпохальном месте, невероятно значимом для каждого фигуриста, кто занимается в Казани, или кто приезжает сюда на сборы или соревнования. Вы сами все видите. Пойдем закажем, что это. Ты будешь с говядиной или с курицей? С говядиной. Я тоже. Еще и наггетсы возьмем. И, конечно, знаешь, что мы заказываем? Комбо Первого канала. Следует отметить, что оно с 30% скидкой. А знаете почему? Потому что 30 лет Первому каналу. Легендарное это место потому, что во время соревнований, а уж тем более по их окончанию, зайдя сюда, вы можете встретить буквально любого человека, кого только что видели на льду. Мы решили с Глебом не изменять казанским традициям. Мы подобрались к довольно личному моменту, но картина, мне кажется, не будет полной без этого фрагмента твоей истории. Ты говорил, что в 13 лет ты переехал в Санкт-Петербург. Ты переехал с кем-то из членов своей семьи или совсем один? Так, ну, поначалу, как только мы пришли к Алексею Николаевичу, я жил у бабушки Ясмины Кадыровой, Руфы Бореевны. Вот, поэтому за это я ему очень благодарен. После этого к сентябрю мне нашли интернат спортивный, вот, и там я жил 2 года. Но, к счастью, там была дисциплина, то есть 8 подъем, 8 отбой, 8 вечера. Вот, меня это не сбило. На что похож спортивный интернат? Да, наверное, на обычную школу, где еще и живут. Такие полусборы, полуучебное заведение? Да. Каково в 13 лет жить совсем одному в городе, где ты не родился и не рос, без близких людей,
в одиночестве? Ну, очень тяжело, потому что поначалу для меня было как-то замкнутое пространство. У меня была локация только интернат, трамвай, метро, юбилейный. Метро, трамвай, интернат. Вот. Но благодаря Софье Самодуровой и семье они мне помогли выбраться. То есть показывали места, проводили со мной время. То есть от них исходила тоже большая, колоссальная помощь. Как так получилось, что бабушка Ясмины, можно сказать, приютила тебя на такой продолжительный, в общем-то, срок, почти полгода? Потому что Руфа Бореевна – это мама тренера, который меня тренировал. Вот. Все переплетено. Да, да. В тот момент я тренировался еще у Алексея Николаевича, и поэтому это было и удобно, я думаю, и чтобы мне было легче. Вот. Ты сказал, что моментами было, правда, прям тяжело. Да. Бывало такое, что вот это тяжелое состояние, оно доходило до какого-то пика, до максимума, и хотелось просто, все бросить, уехать к семье и заниматься фигурным катанием здесь, в Казани, или вообще не заниматься, но просто быть рядом со своими близкими. Так, смотри, был пубертатный период, и вот в этот момент было очень тяжело узнавать что-то, спрашивать, вот, так как отца нету рядом, мама, естественно, тоже здесь. Но бросить не хотелось, я в голове, видимо, понимал, что, это шанс, он, тем более, дается 1 на миллион. Позже переехала моя родная бабушка туда, поэтому мне стало намного легче. Вот, за это ей тоже особая благодарность. На самом деле, поначалу, когда я только переехал в интернат, было довольно спокойно, потому что скучал, но мне было интересно узнать, что это. Вот, потому что такого у меня никогда не было. Наверное, тяжелый момент был, когда переехала бабушка, и я понял, что мне все-таки придется здесь остаться. Вот. То есть все-таки я буду в Питере. А впоследствии бабушка вернулась в Казань или осталась Нет, в Санкт-Петербурге? ей там очень хорошо, там воздух свежий, вот, пруд рядом. Поэтому она там тоже в восторге отдыхает. Часто в спорте родители очень строгие, они следят за тем, чтобы спортсмен правильно питался, вовремя вставал, ложился спать, все делал, занимался спортом. А вот бабушка часто, можно сказать, отдушина, и с ней можно вести себя так, как в положительном смысле этого слова, как ты не можешь себя вести с родителями. Как было у тебя? Смотри, я всю жизнь, не знаю почему, видимо, неосознанно избегал дисциплину, прям максимально пытался ее избежать, вот, но так как у меня и родители, в каких-то местах строгие, в интернате была дикая дисциплина. Вот. Также и с бабушкой у нас была дисциплина, подъем во столько-то, тренировки, все вот это было. Но, конечно, когда там болею, или свободное время, мы, конечно, с ней куда-то погуляем, сходим. Такая добрая, любящая бабушка. Строгость пропадает. Да. Ты полюбил Санкт-Петербург? Да. Сейчас для меня это как будто один из основных городов. Ты чувствуешь с Питером такую же связь, как с Казанью? С Казанью связь только то, что я здесь родился. Частично, можно сказать, вырос, наверное, до 13 лет. Такое чувство, приезжаю, ностальгирую. Вот. А в Питере как будто такая родная связь, что ли. Вот. Потому что там было прожито довольно уже много лет, и прошел этот переходный период, то есть я там рос, развивался, там друзья. Поэтому для меня Питер тоже уже как родной, я думаю. Когда спортивная карьера будет окончена, ты останешься в Санкт-Петербурге или захочешь вернуться в Казань? Я думаю, что я останусь в Санкт-Петербурге, потому что у меня и девушка из Санкт-Петербурга, и бабушка там, я думаю, она тоже останется. Вот. Да и думаю, что путь к Казани уже пройден, нужно двигаться дальше, и это Питер. Мы находимся сейчас дома у твоих родителей, и я вижу огромное количество кубков, медалей, наград. Это все, что ты заработал за спортивную карьеру? Более значимые медали, они в Питере. Кубок Байкала тоже в Питере. Открытие Байкала. Да, серебряная медаль России тоже в Питере находится у меня. Вот, а это, наверное... То, что ты получил... В Казани и частично во время переезда. Да. Можешь поподробнее рассказать, может быть, про самые важные, самые ценные для тебя? А может, просто самые красивые? Самое красивое и самое ценное – это Lake Placid. Этап юниорского гран-при. Да, международный. Это мой первый международный этап был.
Вот, поэтому для меня она самая ценная и необычная. Не, действительно, я никогда не видел таких медалей. Она, мне кажется, очень красивой. Да. С кем ты соревновался в лайкплейсите? Лайкплейс. Кого победил? И кого не удалось тогда Так, победить? ну я помню, был Шунсата, Степа Гоголев, Илья Малинин, между прочим. Мне удалось среди такой конкуренции занять 3-е место. А кто выиграл тогда? Шунсата. По-моему, Гоголев был вторым. Гоголев был вторым, да. Илья? 4-й. Вот это самая-самая первая медаль, мне тут было где-то лет 5. Это на Акбуре, где мы... Да, где мы были. Помню, как я ее получал. Я помню, засыпал, и я говорю: мам, купи мне там такой игрушечный набор. Она такая: вот займешь призовое место, получишь медаль, и куплю тебе набор. А суть заключалась в том, что медаль давали абсолютно всем. Вот. Но среди такой тоже сильной конкуренции у меня получилось стать 3-м. Именно 3-е место у меня есть. И мы пошли и купили мне игрушечный набор. И с этим мы тебя тоже поздравляем. Спасибо большое. Ты помнишь свою первую программу? Ну, что это была за музыка? Для меня вообще, мне сколько, мне лет 5 было, я думал программу, я думал фигурное катание. И я когда только встал на коньки, там были кегли всякие, вот это все, я думаю, так, программа. Наверное, какая-то вот это, как это называют, дневная программа. Что с ней делать? Расписание? Да, что с ней делать? У всех была одна и та же программа, ну зачем, типа, разные, 5 лет, вот. И я еще слышу, включают музыку, думаю, зачем мне музыка? Вот. Говорят, что-то повторять. Я думаю, зачем мне повторять? Я с кеглями играл, мне прекрасно было. Вот. Ну все. С пингвином катался? Нет, с пингвином, кстати, не катался. Помню только то, что я соревновался, я увидел, посмотрел наверх, Эльвира Ильдаровна судила, а я вышел на лед какой-то девочкой, то есть на одной половине катал я, на другой половине катала девочка. Вот, и мы вот так вот выступали одновременно. Это база детских соревнований, а вторая база — это вот короткая и произвольная в один день. Вот это... Ты с таким не сталкивался? С таким не В сталкивался. Москве часто проходит, что утром, например, катает ребенок короткую, а днем там через пару часов произвольную, чтобы быстрее всех отпустить. Есть Оскар. Да ладно. Даже есть... Это за роль первого или второго плана? Да, если вот так это брать, есть Оскар. Я думал, что только в Америке их выдают, но оказывается и в Казани есть отдельная премия. Еще интересно, есть в Красноярске тоже международный этап. Гран-при. Вот такая вот медалька, но что-то, к сожалению, нет, приклеили, то есть тут было сломано. Такая вот есть. Я ее сразу заметил наверху на полочке, потому что сейчас, когда на финале в Красноярске мы были, там они похожие были, и я подумал, что это что-то из Красноярска, да. Но тут есть не только мои медали, тут есть еще медали и брата моего, который занимался боксом, отца, который играет в хоккей в ночной лиге. Вот, так что тут такая семейная, наверное. Снова спортивная семья у нас. Да. О, кстати, замечательная история тоже есть. У меня... Где вот раз? Вот у меня 2 таких медальки. Если спросить, почему у меня их не 4, потому что у нас были зональные соревнования на Урал-Поволжье, отбор на жука. Да, я понимаю. Вот, первый раз туда приехал, я откатал элементы, откатал короткую, начинаю катать произвольную и забываю сделать полноценное вращение. То есть я катался, наверное, секунд 20 просто вот так вот. Второй год приехал, я победил, это был 2015 год. Вот. Приезжаю 3-й раз. Элементы, короткая, я первый, все супер. Произвольная программа. Как вы думаете, что? Правильно, забываю сделать опять вращение. Становлюсь 4-м, так же, как и в первый год. Ну и 4-й раз. Видимо, не забыл, да? Да, уже не забыл, стал опять первым. Вот такая вот растяжечка. Это я катал под казачка. Ну, растяжка действительно фантастическая. Ты случайно художественной гимнастикой не занимался? Давай посмотрим еще какие-нибудь фотографии из детства. Это мы с Сабикой, с моей бабушкой и дедушкой вот ходили, все гуляли. У них был ротвейлер, и он меня всегда катал. Да. Это очень мило. Вот. Кстати, у меня были такие глаза немножко голубые, потемнели потом. Это мы в Канаде на семинаре были. С Рональдинho. Фотография, между прочим, в аэропорту. Ой, у меня вообще такое везение на футболистов. Я помню историю. Сидим мы что-то, едем из Питера в Москву на Сапсане. Мне кто-то говорит, что Аршавин здесь. Я такой думаю, вау, надо сфотографироваться обязательно. Вот.
Все, приехали, думаю, ну ладно, видимо, не судьба, хотя вдруг, может, я сейчас повернусь, и он будет там. И я поворачиваюсь, и он вот здесь проходит, такой, ого! Можно с вами сфоткаться, все, такой, вот так трясу, такой, просто. Вот. Судьба нормально. Да. Это что это? Что-то я держу. Пивко? Вон даже я возмутился такой, в смысле. Жалко нет кассеты, потому что на кассете было записано весь мой самый первый год. Да, то есть меня папа постоянно снимал. Вот историю тоже недавно вспоминали. Мама сказала: папе, пойди погуляй со мной. Потом мама смотрит такая из балкона, а я сижу с 3 дворовыми собаками вот так. Их глажу, а папа все снимает. И в луже. Повторим кадр? Там как раз сейчас на улице лужа есть, осталось всего лишь 3 собаки. А вот шпиц есть, надо еще, да. Можете, пожалуйста, рассказать, каким Глеб был в детстве? И ребенком, и, наверное, вот маленьким спортсменом. Первый раз заметил, когда, что он уже станет фигуристом, когда у него нога сломалась, не помню, было 8 или 9 лет ему, не помню. То есть он в школу не ходил, и он целыми днями смотрел фигурное катание. То есть он мог отличить скольжение Плющенко, скольжение Ягудина. То есть я начал все смотреть. Папа, а вот Ягудин смотрел, а вот так Ягудин катается, а вот Плющенко катается. То есть вот так он. И когда пришел на тренировку уже, дай-ка папа как Ягудин катится. А как папа вот так вот? Я, опа, думаю, значит, мальчик уже в теме. Может быть, сейчас эти все девчонки, мальчишки, вот эти все фигуристы, и мамы тоже вспомнят, и родители, как он от нашего дома до Зеланда 2 километра шел просто с перекидными. То есть он не шел как нормально, не бежал, он просто шел, как встал, перекидной, и все, и до Зеланда перекидными Прыгал постоянно. Это удивительное пересечение, потому что мы снимали Диму Алиева, и он рассказывал, как он от детского сада до катка, а там тоже, приличное расстояние, наверное, поменьше, может, километр. Такой парк красивый. И он тоже перекидными добирался из детского сада вместе со своим первым тренером до катка. Поэтому есть какое-то пересечение и символизм в этом. Еще у меня был вопрос, насколько строгие вы родители? Папа был очень строгий, и я жалела. Папа у нас очень строгий был. Пока он был в Казани, я пропустил, наверное, с ним 1, 2, 3 тренировки. То есть остальное все там. Да, папа с ним ездил. Я не был строгим, был строгим, да, воспитывал железно, то есть как бы, чтобы из человека. Я так думал, мне сейчас и руку пожмет. Строгость в чем была? Уже был в Питере. Я сам книжку очень много перечитал. И заставил его книжку, потому что спортсмен. Не читает. Вы изначально хотели, чтобы Глеб был хоккеистом. И нам сказали тренеры, что вас переубеждали, чтобы оставить его в фигурном катании. Во-первых, как это происходило? 3 место на соревнованиях. В своей группе там занял 3 место. Я, естественно, на радостях, 5-летний у меня ребеночек. Нам уже после соревнований тренера подходили и говорили, что оставьте его в фигурном катании. Это было 2 раза. Это если могу рассказывать, да? Да, конечно. Я смотрю, купить коньки. Естественно, у нас денег так немного, а для чего? Пошли, купили риспорты. Купили, а какие надо? Купите на 1 размер больше. Купили стопу побольше. И она немножко болтыхалась. Мы туда пришли, к Эльвире Ильдаровне, мы еще тогда занимались. Эльвира говорит, а вы не те купили. Я психанул, это не то, это не это. Потом она мне звонит, Олег, давай. Потом нам уже люди сказали, что вы каждый год будете покупать дорогие коньки. Я когда смотрел эти коньки, они стоят там 1020-15, ничего себе, что такое за фигурное катание еще. Мы покупали, допустим, чуть поношенные, в хорошем, естественно, состоянии, то есть уже по ноге, то есть я говорю, как есть, правду, то есть я не хочу скрывать это. Да нет, это абсолютно нормально. У меня, например, первые несколько пар коньков, на которых я катался, они были новые, но они не сохранились, потому что моя мама отдавала их другим детям, которым, это было нужно. Да. В итоге это все, то есть мне Эльвира Ильдаровна все позвонила, и это второй момент, когда приходите, я говорю, уже не было смысла, не было уходить на хоккей. Ваш сын в 13 лет уехал, по сути своей, один в другой город. Насколько тяжело было вам, как вы принимали такое решение, и какие эмоции вы испытывали в тот момент, когда он уезжал, и на протяжении этих нескольких лет, самых сложных, как мне кажется, что вы чувствовали?
Конечно, я за него очень переживала, каждый день звонила. Но в голове-то у меня, что это надо, это его карьера, это его будущее. Поэтому уж так вот решились на такой шаг его отправить в 13 лет. Потом уже бабушка моя продала, мама, квартиру здесь. Переехала в Питер, там купили. И уже вот Глеб с ней там жил. Да, я уже прекрасно. была спокойна. Ну вот и я когда Вот уж приезжал раз в год, раз в полгода, то есть периодически. Я говорю, пошли, как ты ходишь, добираешься от катка вообще посмотреть. И вот там, я улицу не помню, но там было где-то идти с полкилометра, пустырь, темнота, он вечером приезжает в тренировку, трубы какие-то идут, эти как его, заводские. Я думаю, как через это человек проходит. Я не волновался, что он опоздает на тренировку. Ну, нет, это уж Ну, это есть. отходит на второй план. Да, не волновался, что он там проедет остановку, там, или там где-то подерется там со своими в интернате, там это что-нибудь такое. Я основную вот эту позицию, вот эту темноту боялся, вот эти трубы. И вот, когда я приезжал к нему, я понимаю, все, уезжаешь, папа? Я говорю, да, надо. Дальше наше питерское это путешествие, это Соня Самодурова. И еще раз большое спасибо Саре Свадовой. Большое спасибо это там дяде Славе, да, там, да. Да, Алена, то есть спасибо большое, молодцы. Каждую субботу-воскресенье, то есть брали к себе Глебку из интерната. Хотя мы с ними не списывались, ничего. А ты где? Я к тете Алене поехал. У нас телефона даже нет их, да, по-моему? То есть это как вот, что за тетя Алена? Ну Соня Самодурова, понятно там. Вот они опять ко мне, бля, мне неудобно. Он сам его забирает на машине куда-то, сам его отвозит. Очень Да, помогали. помогли найти себя в Питере. У нас всего на своем веку было всего 3 тренера. Это Эльвира Ильдаровна, вы понимаете, Резда Ильдаровна и Алексей Николаевич Мишин. То есть это люди с большой буквы. То есть я понял, что с этими людьми, то есть можно идти дальше. Все хотят, вся Россия, то есть попасть к Алексею Николаевичу в группу. Но попасть этого мало. Уметь прыгать все четверные, это тоже мало. Алексей Николаевич это такой человек, что он не позволит, он возьмет лучше мальчика, который чуть-чуть слабее, он из него сделает хорошего спортсмена, но у этого человека, во-первых, есть человеческая душа, не обманщик, не интриган, давай вот так вот, не подхалим, то есть этот тренер берет с чистой, с хорошей душой, то есть как бы с порядочной стороны, то есть... Задний фон говорит нам о том, что у меня, честно говоря, много вопросов. Где мы? Почему это место важно для тебя? Мы находимся, как его сейчас назвали, калейдоскоп, но это также для меня детский городок. Вот, он так назывался, когда я здесь играл. Здесь я проводил большую часть времени развлечений, если не считать свой двор. Да, мы были тут с бабушкой, отмечали Новый год с родителями. Вот, поэтому зайти сюда будет интересно. Пойдем посмотрим? Пойдем. Раньше он мне казался намного больше. Ну, раньше и ты был Намного меньше. Да. Но он выглядит хорошо, довольно обустроено. Я вижу вдалеке там площадка детская, да? Вообще всего этого не было раньше. Раньше было 2 горки, таких больших, как полутрубы. Было там, где мы паркурили, можно так сказать. Были такие башни, стояли, не знаю, есть ли они сейчас. Я еще на карте видел, там футбольное поле ездит на территории. Да, я его Сцена застал, теперь. застал поле, но когда вот именно вспоминать Моменты из совсем, детства да, то его не было. его не тоже. было. Вот это качельки, только их, видимо, подкрасили, потому что они очень старые на самом деле. Ты прыгал здесь? Да. Я жесткий руфер вообще. И с альтухой назад давай. Ты сказал, что ну как бы в детском парке оно стало более детским? Да. Ну, Это действительно странно. Ну да, но просто раньше тут он был, ну прям очень большой вообще. Но помню, в один из моментов я уже рассказывал, что у меня тут шрамик, я один раз подскользнулся и прям... Вот. Вот именно из-за этого не все прыжки, которые возможно, мы исполняем. Я отсматриваю граффити в надежде увидеть там Себя? типа Глеб или Марк, да. Это было бы смешно.
Но пока я вижу только 5D лучший. Мы же полезем туда, да? Полезли. Погнали. Ты говорил о том, что здесь очень много времени проводил именно с бабушкой. И, как я понимаю, ей было удобно сюда приходить, потому что вот буквально в дом. соседнем доме от парка живет. Да. Вообще, путь спортсмена сложный еще тем, что все свободное время ты проводишь дома, а все рабочее на катке. Как у тебя получалось выбираться в город, например, что-то смотреть, ходить на выставки, в музеи? И вообще получалось ли? Тяжело, потому что это было давно. И вспомнить, наверное, именно на выставке, музее. Но вспомню, что раза два я точно был здесь. Был чудесный, да, в Кремле. Чудесный парк был Шурале. Это аттракционы. О, Да, вот, но, к сожалению, его снесли, и поэтому не удастся туда сходить сейчас еще раз. покататься, да? Да. Его снесли еще в то время, когда ты здесь жил, Я или когда уже когда постфактум? приезжал на Гран-при в этом сезоне, вот, к сожалению, увидел, что его нет. И понял, что его снесли. Ну, с учетом того, что любой город постоянно развивается, я думаю, что найдется какая-то достойная замена этому Думаю, месту. что да. Ну и плюс, получается, сейчас твой третий поход в Кремль. Да? Нет. Четвертый. Четвертый, ну Да, это вообще. четвертый. Я тебя такими темпами скоро догоню, это мой где-то тоже второй, третий в жизни. Вот такая получилась поездка в Казань. В течение нее, как и во время любого нашего путешествия, мы старались следовать 3 основным идеям нашего проекта. Первое – это показ истории одного человека, одного героя. Глеб, спасибо тебе большое, это было очень интересно и познавательно. Марк, спасибо тебе, спасибо этому проекту за то, что дали поностальгировать. Приезжайте еще, буду очень рад. Спасибо тебе большое за твое гостеприимство. Второе – это показать, насколько разнообразна и многообразна наша страна. И Казань – один из самых ярких городов на карте России. И третье – путь на вершину, он тернист, он сложен и всегда с нюансами. Но при желании и труде можно преодолеть любые препятствия. Спасибо всем большое за просмотр и всем пока!